Какая строительная техника в мире самая дорогая и мощная на самом деле? Не тот кран, который ты видел на соседней стройке, и не экскаватор с рекламного щита. Речь идет о машинах стоимостью до 500 миллионов долларов за единицу, которые перемещают горные породы объемом с многоэтажный дом за один ковш. А их двигатели потребляют больше топлива в сутки, чем целый автопарк грузовиков за месяц. Одна из таких машин весит больше, чем Эйфелева башня, и передвигается по специально построенным дорогам, потому что обычный асфальт под ней просто проваливает. Впереди 60 монстров тяжелой техники, которые работают на уровне, недоступном человеческому воображению без конкретных цифр. Начнем с цифр, которые сложно воспринять без контекста. Самосвал БелАЗ-7571, белорусская машина, которую выпускают в Жадино, стоит около 6 миллионов долларов за единицу. Это не самая дорогая техника в этом списке, но именно она держит мировой рекорд грузоподъемности — 450 тонн за один рейд. БелАЗ перевозит столько же, сколько 22 таких грузовика одновременно. Для сравнения, стандартный городской грузовик везет 20 тонн. Но 6 миллионов — то это почти карманные деньги по меркам тяжелой техники высшего класса. Горный комбайн Бакиру серии 200, который используется на угольных шахтах Австралии и Германии, обходится покупателю в 18 миллионов долларов. Машина прогрызает породу со скоростью до 10 метров в час и работает в непрерывном режиме трое суток без остановки на техническое обслуживание. Земснаряд Дрейк голландской компании Van Oord поднимает планку до 120 миллионов долларов. Ее режущий барабан диаметром 3,5 метра оснащен двумястами 5Ю-10 твердосплавными зубьями, каждый из которых меняется отдельно и стоит около 300 долларов. Это плавучий завод длиной 183 метра, который всасывает со дна морского грунт, песок и ил, а затем выбрасывает их на расстояние до 8 километров через трубопровод. Именно такие машины намыли искусственные острова в Дубае. Пальму Джумейра строили с участием нескольких подобных земснарядов одновременно. Суточная аренда одного такого судна стоит от 150 до 250 тысяч долларов. Тоннелепроходческий щит Бернардина, который прокладывал тоннель под рекой Шельда в Бельгии в 2014-м, был оценен в 140 миллионов долларов. Машина весила 8 тысяч тонн и продвигалась вперед со скоростью 12 метров в сутки. Диаметр режущего щита 14,5 метров. После завершения работ щит невозможно было извлечь обратно. Его попросту замуровали в конце тоннеля, где он остается по сей день. Кран Liebherr LTM 11213. Один самоходный гусеничный кран, способный поднять 1200 тонн на высоту до 188 метров, стоит около 28 миллионов долларов. Его стрела в полностью собранном состоянии длиннее, чем 2 футбольных поля, поставленных друг за другом. Чтобы перевести этот кран с одной стройки на другую, требуется 108 грузовых фур. Только для деталей самого крана, без учета вспомогательного оборудования. Dragline Big Maski Barricade. Американский шагающий экскаватор, построенный в 1969 для угольного карьера в штате Огайо, обошелся заказчику в 30 миллионов долларов. В пересчете на сегодняшние цены это около 230 миллионов. Ковш этой машины вмещал 106 кубометров породы. Это объем стандартной трехкомнатной квартиры. Биг Маски проработал 30 лет и был разобран в 2001, потому что его обслуживание обходилось дороже, чем прибыль от карьера. Его цена — 9,5 миллионов долларов. Самый дорогой из серийно выпускаемых экскаваторов сегодня — гидравлический карьерный гигант Hitachi EH-8006, производимый в Японии. Ковш вмещает 45 кубометров, двигатель выдает 3800 лошадиных сил, а масса машины составляет 800 тонн. Один полный рабочий цикл, да, зачерпнуть, повернуться, высыпать, занимает 23 секунды. Цена этих машин определяется не капризами рынка, а простой математикой. Каждая из них зарабатывает для владельца больше, чем стоит, уже в первые несколько лет эксплуатации. БелАЗ на крупном карьере окупается за 18 месяцев, земснаряд Van Oord за 2 контракта. Вопрос не в том, почему эти машины такие дорогие. Вопрос в том, что они умеют делать такого, чего не умеет больше ничто на планете. Когда БелАЗ-757, трогается с места на карьере Бачатский в Кемеровской области, датчики сейсмического мониторинга на расстоянии 2 километров фиксируют колебания грунта. Не потому что машина неисправна. Просто 450 тонн груза плюс 360 тонн собственного веса дают суммарную нагрузку, при которой земля буквально прогибается под колеса. Каждое колесо этого самосвала высотой 4 метра давит на грунт с усилием, эквивалентным весу 120 легковых автомобилей. Шагающий экскаватор СРС 6650, работающий на буроугольном карьере
карьере Гамбах в Германии, весит 14 200 тонн. Это самая тяжелая наземная машина из когда-либо построенных человеком. Длина машины 311 метров, высота 96 метров. Она не ездит на колесах и не идет на гусеницах в привычном смысле. 12 гусеничных тележек по 8 метров шириной, каждая распределяют нагрузку на площадь, сопоставимую с половиной футбольного поля. Скорость передвижения 600 метров в час. Производительность 160 тысяч кубометров породы в сутки. Для питания этого монстра к карьеру подведена отдельная линия электропередачи мощностью 27 мегаватт. На медном руднике Чукикамата в Чили на высоте 2800 метров над уровнем моря одновременно работают 73 самосвала Caterpillar 797 серии. Каждый из них весит в снаряженном состоянии 623 тонны и перевозит 363 тонны руды за рейс. Маршруты этих машин рассчитаны компьютером до метра. Они разъезжаются на дорогах шириной 30 метров с точностью, которой позавидуют городские водители. Один самосвал сжигает 150 литров дизельного топлива в час. 73 машины потребляют за сутки больше топлива, чем небольшой город. Вибрационный каток Dupont серии SD230, машина, которую почти не видно на фоне карьерных гигантов, создает при работе вибрацию с частотой 33 Гц и амплитудой 2 мм. На первый взгляд ничего особенного, но когда 20 таких катков работают в одной колонне при строительстве взлетно-посадочной полосы, сейсмографы в радиусе 5 км регистрируют сигнал, неотличимый от землетрясения магнитудой 1,8 балла. Именно по этой причине при строительстве аэропорта Исландия-Рейкьявик-Кефлавик в 2018 работу катков согласовывали с геологической службой страны. Трубоукладчик Камацу D955, гусеничный тягач для прокладки магистральных трубопроводов, давит на грунт с удельным давлением 1,4 кг на квадратный сантиметр. Меньше, чем давление каблука женской туфли. Именно поэтому его используют в заболоченных районах Западной Сибири, где обычная техника тонет. Машина весит 121 тонну, но ее широкие гусеницы шириной почти метр распределяют нагрузку так, что она проходит по торфяникам, выдерживающим не больше 2 тонн на квадратный метр. Боковое усилие тяги 270 тонн. Этого достаточно, чтобы сдвинуть с места заполненный нефтью трубопровод диаметром 1420 мм. Гидравлический молот Atlas Copco серии HB 10000, навесное оборудование для карьерных экскаваторов, наносит удары с энергией 83 тысячи джоулей. Один удар разрушает гранитный монолит объемом до 3 кубометров. Частота ударов 300 в минуту. Датчики на строительных площадках в Гонконге, где такие молоты применялись при прокладке линии метро в 2016 фиксировали вибрации в жилых домах на расстоянии 800 метров. Жителям ближайших кварталов выплачивали компенсацию за вынужденное неудобство. По стандартному тарифу городского строительного регламента. Земля дрожит не от природных катаклизмов. Она дрожит от того, что человек построил машины, которые работают на пределе физических возможностей материалов и грунтов. И каждая батада из этих машин создана не ради демонстрации мощи. Она создана потому, что задача, которую она выполняет, не решается никаким другим способом. На руднике Fortescue Metals в австралийском штате Западная Австралия 150 самосвалов Caterpillar 793 серии работают без единого водителя. Не дистанционно управляемые, полностью автономные. Каждая машина получает маршрут через спутниковую систему позиционирования с точностью 2 см, сканирует дорогу лидарами и радарами в радиусе 100 метров и самостоятельно принимает решение об объезде препятствий. С 2013 года, когда система была запущена, ни один из этих самосвалов не попал в серьезную аварию. Производительность выросла на 20% по сравнению с машинами под управлением людей. Автоматика не устает, не отвлекается и не нарушает скоростной режим. Шведская компания Epiroc в 2022 представила буровую установку Pitviper 271 с полностью автономным управлением. Машина сама выбирает точку бурения на основе данных геологического сканирования, сама выставляет угол наклона бура и сама меняет буровые штанги по мере углубления скважины. Оператор находится в офисе за 500 километров от карьера и только контролирует показатели на мониторе. Одна установка за смену пробуривает до 27 скважин глубиной по 40 метров каждая. На 30% больше, чем бригада из 2 операторов на идентичной машине с ручным управлением. Электрический самосвал БелАЗ 7518 я прошел испытания на карьере Каркино в Челябинской области в 2023. Грузоподъемность 90 тонн, источник питания, литий-железофосфатные аккумуляторы емкостью 600 киловатт-часов. На одном заряде машина проходит 8 рейсов по стандартному карьерному маршруту. Зарядка занимает 40 минут через станцию мощностью
1900 киловатт, установленную прямо на борту карьера. Себестоимость 1 тонна-километра перевозки у электрического БелАЗа на 38% ниже, чем у дизельного аналога той же грузоподъемности. Тоннелепроходческий щит Херерен-Кнехт серии микро-ТБМ диаметром 80 см прокладывает коммуникационные тоннели в городской застройке без вскрытия дорожного покрытия. Машина управляется дистанционно с поверхности, ориентируется по лазерному лучу с точностью плюс-минус 3 мм на 100 метров и одновременно с бурением укладывает бетонные кольца обделки тоннеля. В 2021 такая установка проложила кабельный тоннель длиной 800 метров под историческим центром Мюнхена за 22 рабочих дня, без единого перекрытия улиц и без повреждения фундаментов зданий 18 века. Японская компания Кабелка выпустила в 2024 экскаватор Zeris с системой дополненной реальности для оператора. Шлем оператора проецирует поверх реального изображения трехмерную карту подземных коммуникаций, разметку зоны копания и расчетный контур котлована. Машина физически блокирует движение ковша, если он приближается к нанесенной на карту трубе или кабелю ближе, чем на 30 сантиметров. За первый год эксплуатации на строительных площадках Токио количество повреждений подземных коммуникаций при земляных работах снизилось на 61%. Норвежская компания Eikhoff разработала горный комбайн с системой машинного зрения, которая в реальном времени анализирует состав разрабатываемого пласта и автоматически регулирует скорость подачи и усилие резания. Сенсоры определяют твердость породы по вибрации режущего барабана и корректируют параметры работы каждые 200 миллисекунд. Это продлевает срок службы режущих зубьев на 40% и сокращает расход электроэнергии на тонну добытого угля на 17%. На шахте Проспер Ханель в Германии, где комбайн проходил испытания, экономия на расходных материалах за 1 год составила 2 миллиона евро. Техника будущего уже не будущее. Она работает прямо сейчас. В австралийских пустынях, японских мегаполисах и сибирских карьерах. И каждое из этих решений появилось не потому, что инженеры хотели произвести впечатление, а потому, что старые методы исчерпали свои возможности. Вот такие гиганты, которые способны перевернуть представление о строительной технике. А если вы хотите узнать, как современные нейросети могут помочь вам в вашем деле, загляните на playprofits.com. Все самые популярные нейросети под одной подпиской. И не забудьте, что по ссылке в описании вас ждет бонус в 500 токенов. В 2017 в Нидерландах по реке Маас прошло судно длиной 275 метров с грузом, который не помещается ни в один сухогрузный трюм мира. Это была целая нефтеперерабатывающая установка весом 42 тысячи тонн, которую транспортировали в собранном виде из Южной Кореи в Роттердам. Установку не разбирали на части. Ее погрузили целиком на специальное полупогруженное судно Dockwise Vanguard, которое балластируется водой, уходит под воду на 20 метров, подныривает под груз, а затем продувает балластные цистерны и всплывает вместе с грузом на палубу. Весь процесс погрузки занял 8 часов. Гидравлическая система подъема Endco Systems, применявшаяся при строительстве моста «Русский» во Владивостоке в 2012-м. Подняла пилон весом 22 тысячи тонн с точностью плюс-минус 3 мм. Система состоит из 120 гидравлических домкратов, каждый из которых управляется отдельным компьютером, а все компьютеры синхронизированы центральным процессором с частотой обновления данных 50-10 раз в секунду. Если хотя бы один домкрат отклоняется от расчетного усилия на 2%, система автоматически перераспределяет нагрузку между остальными. Отклонение пилона при подъеме на высоту 120 метров составила 8 мм, при допустимом отклонении 50 мм. Машина для горизонтального направленного бурения Верт серии D1200 производства американской компании Ditch Witch прокладывает скважины диаметром до 1 метра на глубине до 60 метров без единой траншеи на поверхность. В 2019-м эта установка протянула газопровод диаметром 720 мм под руслом реки Обь в Тюменской области. Длина прокола составила 1 км 800 метров при глубине залегания трубы 35 метров ниже дна реки. Бур отклонился от проектной оси на 12 сантиметров при допустимом отклонении полметра. Самоходный модульный транспортер Goldhofer перевозит грузы, которые невозможно разобрать на части. В 2021 в Техасе транспортировали реактор нефтехимического завода диаметром 9 метров, длиной 82 метра и весом 3600 тонн. Под реактор подвели 960 колесных осей Goldhofer, соединенных в единую платформу. Колонна длиной 110 метров двигалась со скоростью 5 км в час по специально усиленным дорогам. Маршрут длиной 70 километров занял 8 суток, потому что на каждом железнодорожном переезде колонна останавливалась и дорожная служба временно демонтировала рельсы. Плавучий кран TEHI китайской
компании Цзяочуань тяжелые отрасли поднял в 2023 секцию морской нефтяной платформы весом 23 тысячи тонн на высоту 70 метров над уровнем моря. Это абсолютный рекорд для плавучих кранов. Стрела крана длиной 130 метров при этом подъеме испытывала нагрузку, при которой металл работал на 92% от предела текучести, то есть находился в 4% от разрушения. Расчеты показали, что запас прочности соответствует нормам, но инженеры страховой компании потребовали установить дополнительные тензодатчики на все несущие элементы и вели мониторинг в режиме реального времени на протяжении всего подъема. Вибропогружатель IHC Hammermag серии с 800 погружает стальные сваи диаметром до 4 метров в морское дно на глубину до 60 метров ниже уровня морского дна. На строительстве ветропарка Хорнси-2 в Северном море в 2022 одна такая установка забила свою весом 1200 тонн за 4 часа 20 минут при расчетном времени 8 часов. Секрет? В точном подборе частоты вибрации под состав грунта установка автоматически меняет частоту от 4 до 23 Гц, находя резонанс с конкретным слоем породы, при котором грунт вокруг сваи временно разжижается и свая входит в него почти без сопротивления. Каждая из этих операций в момент своего проведения была либо рекордной, либо выполнялась впервые в таких условиях. Инженеры не знали заранее, что все получится именно так. Они знали только, что расчеты верны. И этого было достаточно, чтобы начать. В январе 2023-го температура на руднике Удачный в Якутии опустилась до минус 54 градусов. Работы не остановили. Карьерные самосвалы Caterpillar 797 серии продолжали рейсы, потому что их дизельные двигатели оснащены системой предпускового прогрева, которая поддерживает температуру масла выше минус 20 даже при длительной стоянке. Гидравлические шланги заменены на специальные арктические модификации, сохраняющие эластичность до минус 60 градусов. Резина колес — отдельная разработка Michelin для условий вечной мерзлоты, которая не трескается и не дубеет при экстремальном холоде. Стоимость одного такого колеса диаметром 4 метра — $42 тысячи. Намывной земснаряд Нева работал на строительстве дамбы в устье Финского залива при волнении моря 3 балла и ветре 22 метра в секунду. Стандартные земснаряды при таких условиях прекращают работу. Их всасывающий трубопровод теряет контакт с дном на волне. Нева оснащена системой активной стабилизации грунтозаборного устройства. Гидравлические амортизаторы компенсируют качку корпуса и удерживают наконечник всасывающей трубы в 20 сантиметрах от дна с отклонением не более 5 см. Производительность при волнении снижается на 18%, но не до нуля. Буровая установка Уралмаш 6000. Работала на Ямале при полярном сиянии и магнитных бурях, которые выводят из строя стандартное навигационное оборудование. Магнитные аномалии в этом районе достигают 300 нанотесла. Достаточно, чтобы отклонить компасный инклинометр на несколько градусов и увести скважину глубиной 5000 метров от проектной траектории на десятки метров. Решение — это гироскопический инклинометр на основе лазерного кольцевого гироскопа, который не реагирует на магнитные поля вообще. Точность привязки скважины к проектной оси плюс-минус 80 см на глубине 5000 метров. Экскаватор Liebherr R 9350 работал на золотом руднике Купол на Чукотке в условиях постоянного оползневого риска. Борта карьера здесь сложены из мерзлых пород, которые при оттаивании летом теряют несущую способность за несколько часов. Машина оснащена акселерометрами, которые фиксируют микросмещение грунта под гусеницами, и системой экстренного отхода. При превышении порога смещения в 2 мм за 10 секунд экскаватор автоматически прекращает копание и начинает движение от борта карьера. Эта система сработала в реальных условиях трижды за летний сезон 2022 года и трижды предотвратила погребение машины под оползень. Плавкран «Богатырь» работал на укладке подводного газопровода в Балтийском море при нулевой видимости из-за густого тумана. Система динамического позиционирования удерживала кран на точке с отклонением не более 30 см при боковом течении 1 и 2 узла и волнении 2 балла. 6 подруливающих устройств мощностью по 2200 кВт каждое работали в непрерывном режиме, пока кран опускал трубную секцию весом 800 тонн на дно на глубину 87 метров. Оператор видел место укладки только через камеры подводных аппаратов и, тем не менее, посадил трубу в проектное положение с отклонением 14 сантиметров. Снегоуборочная машина Rainer серии 888, применяемая в аэропорту Хельсинки, убирает взлетно-посадочную полосу длиной 3300 метров за 8 минут. Рабочая ширина захвата 15 метров, скорость работы 30 км в час. Щетки, фрезы и воздуходувки этой машины работают одновременно, убирая снег слоем до полуметра без остановки. При снегопаде интенсивностью выше 3 см в час аэропорт выводит на полосу колонну из 4 таких машин. Они идут уступом с перекрытием полос захвата и убирают снег быстрее, чем он успевает накапливаться даже в самый сильный финский буран. Природа не останавливает эти машины. Она только усложняет задачу, и инженеры каждый раз находят ответ на каждое новое условие.
буровая платформа Maersk Valiant стоит $700 миллионов и зарабатывает $600 тысяч в сутки, это ее дневная ставка аренды на рынке глубоководного бурения. За год непрерывной работы платформа приносит владельцу $219 миллионов выручки. Окупаемость при полной загрузке 3 года 2 месяца. Платформа бурит скважины на глубине моря до 3600 метров и достигает пласта на глубине до 12 тысяч метров ниже морского дна. Экипаж 180 человек, работающих вахтовым методом по 28 суток. Суточный расход топлива на собственные нужды платформы 180 тонн дизельного топлива. Карьерный экскаватор СРС 6650 на руднике Гамбах в Германии добывает бурый уголь себестоимостью 3 евро за тонну. Рыночная цена бурого угля на европейском рынке в 2022 составляла 48 евро за тонну. При суточной производительности 160 тысяч кубометров и плотности породы 1,4 тонны на кубометр машина добывает 224 тысячи тонн в сутки. Валовая выручка за один день работы этого экскаватора 10 миллионов 752 тысячи евро. Затраты на электроэнергию 217 тысяч евро в сутки. Обслуживание и амортизация еще 300 тысяч. Чистая прибыль одной машины за один день больше 10 миллионов евро. Трубоукладочное судно Saipem 7000 стоит в аренду 850 тысяч долларов в сутки. Это самая высокая дневная ставка среди всех строительных судов в мире. Судно укладывает трубопроводы диаметром до 48 дюймов на глубине до 3000 метров со скоростью 4 километра трубопровода в сутки. На строительстве Северного потока-2 это судно работало на участке датских территориальных вод и укладывало по 2 километра трубопровода в смену. Каждый метр готового трубопровода на этом участке обходился заказчику в 42 тысячи долларов, с учетом стоимости самой трубы, сварочных работ и аренды судна. Автоматизированный горнопроходческий комплекс Joy серии 14CM, применяемый на угольных шахтах Австралии, добывает уголь со скоростью 30 тонн в минуту в непрерывном режиме. За 8-часовую смену одна установка выдает 14 400 тонн угля. При цене австралийского коксующегося угля $240 за тонну — это 3 миллиона 456 тысяч долларов выручки за смену. Стоимость самого комплекса — $12 миллионов. Окупаемость при трехсменном режиме работы — 14 дней. Плавучий завод по сжижению газа «Прелюд» компании Shell стоит $12 миллиардов. То это самый дорогой плавучий объект в истории человечества. Длина 488 метров, ширина 74 метра, водоизмещение в полном грузу 600 тысяч тонн. Завод добывает газ прямо с морского дна у берегов Австралии, сжижает его на борту до минус 162 градусов и грузит в танкеры-газовозы без захода в порт. Производительность 3,6 миллиона тонн сжиженного газа в год. При цене сжиженного газа $600 за тонну годовая выручка составляет 2 миллиарда 160 миллионов долларов. Срок окупаемости около 6 лет при полной загрузке. Многофункциональный кран-манипулятор Liebherr LTM 11213 сдается в аренду по ставке 12 тысяч евро в час, только за работу крана, без учета стоимости монтажа, демонтажа и перевозки. Типичный контракт на подъем трансформатора весом 800 тонн на подстанции занимает 6 часов работы крана и обходится заказчику в 72 тысячи евро. Владельцы парка из 5 таких кранов при загрузке 200 рабочих дней в год зарабатывают на аренде около 144 миллионов евро в год. При совокупной стоимости парка 140 миллионов евро. Окупаемость чуть больше 1 года. Каждая из этих машин не просто инженерный объект. Это финансовый инструмент, который генерирует деньги быстрее, чем большинство инвестиционных фондов. И чем дороже машина, тем быстрее она возвращает вложенные в нее средства. Башенный кран Liebherr. 10 тысяч, установленный на строительстве атомной электростанции Химки в 2023-м, поднял реакторный корпус весом 820 тонн на высоту 63 метра за 4 часа 17 минут. Это единственный в мире стационарный башенный кран, способный поднять груз такого веса. Его башня высотой 120 метров собрана из секций толщиной стенки 80 миллиметров. Толще, чем броня большинства танков времен Второй мировой войны. Фундамент под краном монолитная железобетонная плита 8 на 8 метров, глубиной 6 метров, армированная сталью суммарным весом 280 тонн. Монтаж крана занял 82 рабочих дня. Гидравлический пресс Шлеман-Зимак усилием 75 тысяч тонн на заводе Уралковка. В верхней салде кует титановые штамповки для авиационных конструкций. Это один из 4 крупнейших кузнечных прессов в мире. 2 находятся в России, 1 в США, 1 во Франции. Плита пресса опускается со скоростью 200 мм в секунду и деформирует титановую заготовку весом до 5 тонн за один ход. Температура заготовки при ковке 940 градусов. Усилие пресса в пересчете на площадь контакта создает давление, при котором титан течет как пластилин. Деталь, выкованная за один цикл длительностью 40 секунд, впоследствии входит в силовой набор крыла самолета Boeing 787 или Aerobus.
А350. Кабелеукладчик Plower Protector, подводный аппарат весом 7000 тонн, работает на глубине до 3000 метров без связи с поверхностью в автономном режиме до 72 часов. Машина движется по дну океана на гусеницах, одновременно копая траншею глубиной 2 метра, укладывая в нее подводный кабель и засыпая траншею грунтом обратно. Скорость прокладки до 600 метров в час. На строительстве межконтинентального кабеля Сихарс между Европой и Азией в 2021 этот аппарат проложил участок длиной 840 километров по дну Индийского океана за 38 суток непрерывной работы. Мобильный портовый кран Готвальд серии ХСК 888 перегружает контейнеры со скоростью 42 подъема в час. Это абсолютный рекорд для мобильных кранов на пневмоколесном ходу. Машина весит 1200 тонн, передвигается на 64 колесах и разворачивается на месте за счет независимого управления каждой осью. Грузоподъемность 125 тонн при вылете стрелы 30 метров. В порту Гамбург 2 таких крана обслуживают контейнерный терминал, куда не могут зайти суда из-за недостаточной глубины акватории. Краны выгружают контейнеры с судов на рейде на барже, а затем перегружают баржи прямо на причале. Тоннелепроходческий щит Бернардино-2 диаметром 17 метров 60 сантиметров, крупнейший в мире на момент постройки в 2023, прокладывает автодорожный тоннель под заливом в Гонконге. Режущая головка весит 2300 тонн и вращается со скоростью 1,4 оборота в минуту, снимая с забоя до 800 кубометров породы в час. За щитом немедленно монтируются бетонные кольца обделки диаметром 16 метров. Каждое кольцо собирается из 10 сегментов весом по 18 тонн. Монтажный робот внутри щита устанавливает один сегмент каждые 4 минуты. Полное кольцо 40 минут. Скорость проходки 20-24 метра в сутки. Самоходная буровая установка Уорд-Смит для свайных работ в открытом море передвигается по морскому дну на стальных сваях-опорах, которые она сама забивает и после извлекает по мере перемещения. Машина весит 18 тысяч тонн и работает на глубине до 60 метров в условиях течений до 3 узлов и волнения до 4 баллов. На строительстве ветропарка Dogger Bank в Северном море в 2024 эта установка забила 117 фундаментов свай диаметром 10 метров за один строительный сезон. С апреля по октябрь каждая свая уходила в дно на 38 метров ниже уровня морского дна. Эти машины не имеют аналогов не потому, что их сложно построить. Они уникальны потому, что задачи, для которых они созданы, возникают один раз и требуют решения именно сейчас, именно здесь, именно в таких масштабах. Есть машина, которую нельзя перевести по дороге, нельзя погрузить на судно, нельзя разобрать на транспортабельные части. Роторный экскаватор SRS 4000 на карьере Neurath в Германии существует только в одном месте на планете, потому что его собирали прямо на карьере из деталей, которые привозили по частям в течение 5 лет. Общий вес машины 13 тысяч тонн, длина 300 метров, высота 91 метр. Роторное колесо диаметром 21 метр несет 18 ковшей объемом 6,5 кубометров каждый. За один оборот колеса, а оборот занимает 40 секунд. Машина снимает 117 кубометров породы. За сутки-то 240 тысяч кубометров. Это объем достаточный, чтобы засыпать стадион Лужники до краев трибун за 3 суток непрерывной работы. Питание этого экскаватора и отдельная линия электропередачи напряжением 0 и 4 киловольта, проложенная специально для одной машины. Потребляемая мощность в рабочем режиме 16,5 мегаватт. Это столько, сколько потребляет небольшой город с населением 15 тысяч человек. Когда роторное колесо встречает особо твердые включения в породе, ток в питающей линии скачет до значений, при которых срабатывает защита подстанции. Поэтому рядом с машиной постоянно дежурит бригада электриков, которая вручную управляет нагрузкой в критические моменты. Экипаж SRS 4000. 5 операторов и 2 техников на борту одновременно. Они работают в кабинах, которые изолированы от корпуса машины резиновыми амортизаторами. Иначе вибрация от работающего ротора делает невозможным чтение приборов и управление рычагами. Внутри машины есть лифт, санузел, кухня и комната отдыха. Потому что во время работы оператор физически не может покинуть кабину. Расстояние от рабочего места до ближайшей лестницы составляет 140 метров. Но самый шокирующий факт об этой машине не ее размер и не мощность. Это ее точность. При ширине рабочего хода 40 метров и глубине копания до 60 метров отклонение режущего ротора от проектного профиля карьерного уступа не превышает 20 сантиметров. Система лазерного позиционирования корректирует положение ротора 100 раз в секунду. 13 тысяч тонн металла движутся с точностью швейной машины. В 2019-м на карьере Neurath произошел инцидент, который показал реальные пределы этой машины. Роторное колесо вошло в зону, где геологическая разведка не зафиксировала включение твердого известняка. Пласт залегал нестандартно и был пропущен при бурении разведочных скважин. Колесо ударило по известняку твердостью 120 мегапаскалей на скорости, рассчитанной для мягкого бурого угля.
За 8 секунд до срабатывания аварийной остановки были сломаны 3 ковша, погнута одна несущая балка ротора и вырван кабельный канал длиной 8 метров. Ущерб 4 миллиона евро. Ремонт 21 день. Стоимость простоя еще 63 миллиона евро недобытого угля. После этого случая на всех роторных экскаваторах RV Power установили систему акустического зондирования породы. Ультразвуковые датчики на режущих зубьях ковшей анализируют отраженный сигнал и определяют твердость следующего слоя за доли секунды до контакта. Если твердость превышает расчетный порог, система автоматически снижает скорость подачи ротора. Стоимость системы на один экскаватор 850 тысяч евро. Экономия на предотвращении одного такого инцидента 67 миллионов евро. Это и есть предел мощности в реальном мире. Не тот момент, когда машина работает на максимуме, а тот момент, когда природа напоминает, что у любого максимума есть граница. И именно после таких моментов рождаются следующие поколения техники. Умнее, точнее и мощнее предыдущих. Вначале был вопрос, какая тяжелая техника в мире самая дорогая и мощная на самом деле. Ответ оказался не одним именем и не одной цифрой, потому что рекорды в этой области разделены по категориям, и в каждой категории своя машина, которую невозможно сравнивать с остальными напрямую. Самая тяжелая наземная машина — роторный экскаватор SRS 6650 весом 14200 тонн на карьере Гамбах в Германии. Самый дорогой плавучий объект — завод Завод «Прелюд» компании Shell стоимостью 12 миллиардов долларов. Самая высокая дневная ставка аренды — трубоукладочное судно Saipem 7000 по 850 тысяч долларов в сутки. Самый грузоподъемный самосвал — БелАЗ 7571 с грузоподъемностью 450 тонн. Самый точный тоннелепроходческий щит — Бернардино-2 диаметром 17 метров 60 сантиметров с отклонением от оси 3 миллиметра на 100 метров проход. Но есть один рекорд, который объединяет все остальные. В 2024 году совокупный мировой рынок тяжелой строительной и горной техники превысил 240 миллиардов долларов в год. Это больше, чем валовый внутренний продукт Португалии, Новой Зеландии и Венгрии вместе взятых. Каждые сутки в мире продается новая тяжелая техника на сумму 650 миллионов долларов. Каждые сутки эта техника перемещает, поднимает, бурит, режет и укладывает объем материалов, достаточный, чтобы построить 100 Эйфелевых башен. Рекорды в этой отрасли не стоят на месте. БелАЗ выпустил опытный образец самосвала грузоподъемностью 500 тонн. Испытания идут на карьере Черниговец в Кузбассе. Керреренкнехт заложил тоннелепроходческий щит диаметром 19 метров для проекта в Китае. Он превзойдет Бернардину-2 по диаметру на 8%. Liebherr анонсировал кран грузоподъемностью 1600 тонн, на 400 тонн больше нынешнего рекордсмена серии LTM 11213. Есть факт, который стоит запомнить отдельно. Человек, управляющий роторным экскаватором SRS 6650, получает зарплату 3800 евро в месяц. Машина под его управлением зарабатывает для владельца 10 миллионов евро в день. Соотношение 2600 к 1. Это не несправедливость и не парадокс. Это просто масштаб разрыва между тем, что способен сделать один человек, и тем, что способна сделать машина, которую он контролирует. Именно поэтому эти машины продолжают строить, усложнять и делать дороже. Не потому, что инженерам нравится бить рекорды, а потому, что каждый новый рекорд производительности означает конкретное месторождение, которое стало рентабельным, конкретный тоннель, который стало возможным проложить, конкретный газопровод, который дошел туда, куда раньше не мог дойти никакой трубопровод. 60 машин из этого списка работают прямо сейчас в Якутии, Австралии, Северном море, Чили, Германии и десятках других точек на карте. Пока идет этот ролик, SRS 6650 сделал еще несколько оборотов ротора и снял с карьерного уступа еще несколько тысяч тонн породы. БелАЗ завершил очередной рейс и разгрузился на отвале. Прелюд закачал в очередной танкер-газовоз партию сжиженного газа. Они не останавливают, они просто работают.